Дорогие сограждане, сегодня я не буду произносить высокопарных и пафосных фраз, традиционно призванных искажать существующую действительность и уводить нас от нарастающих и превысивших все мыслимые размеры проблем. Я знаю, что подавляющее большинство из вас возлагает всю ответственность за результаты нашего падения в пропасть нищеты и вымирания в последние более чем 20 лет на меня, наивно полагая, что именно я лично создал всю эту дискредитировавшую себя систему и творил все безобразия в стране на самом бытовом уровне, замусоривая природу, уничтожая больницы, выживая предпринимательство, отравляя некачественными продуктами людей. И именно я заставлял вас озлобиться и забыть об общечеловеческих ценностях и человеческом отношении друг к другу. Вопреки ожиданиям, я не стану слагать с себя ответственность за все произошедшее. Если вам от этого становится легче, вы можете возлагать всю вину на своего президента. И я не стану возлагать ответственность за все, к чему мы пришли, и за все происходящее на вас. Но я вынужден возложить ответственность на себя и на вас за то, к чему мы должны прийти, за то, что будет происходить в будущем. Потому как в одиночку изменить наше будущее президент не способен. И даже вся власть не способна. Это должно стать нашим общим делом. Светлое будущее наше, наших детей, внуков и последующих поколений. Потому как по-другому ничего не изменить. Мы никогда не будем иметь ни власть, ни жизнь лучше, чем мы все с вами заслуживаем. Со своей стороны я сделаю все, что от меня зависит. И я уже начал это делать. Запущены реформы, масштабы которых современная история России еще не знала. Объявляю о начале изменения нашего общего курса. Я задействовал все полномочия и возможности, которые предоставляет должность президента Российской Федерации для достижения следующих целей. Прекратить ограбление и разворовывание страны. Вернуть в бюджет большую часть украденных и выведенных за рубеж денег и направить их на реальные национальные проекты и повышение уровня благосостояния граждан. Нанести тотальный удар по коррупции. Привести в правительство достойных и проверенных профессионалов с безупречной репутацией и с главенством совести как основного фактора для принятия решений. Обеспечить граждан минимально необходимой для выхода из нищенского и бедственного положения финансовой помощью. Заложить основы для эффективного развития всех отраслей и институтов государства, от медицины до дорожного строительства, путем назначения на руководящие должности и не только самые высокие, ответственных профессионалов, обладающих высоким потенциалом совести. Запустить реальные национальные программы, способные обеспечить рост нашего благосостояния и обороноспособности. Создать независимую судебную систему. Обеспечить честные выборы. Но, как я уже сказал, без ответственного отношения к своему будущему и поддержки каждого из вас без исключений никакие самые грандиозные планы не могут быть реализованы. И поэтому на вас я возлагаю выполнение следующих задач. Переосмыслить свое отношение к происходящему и к своему месту в обществе. Мы, как представители разумных существ, не прошли испытания ни дефицитом, ни избытком материальных благ и средств существования, и практически превратились, если не в пауков в банке, пожирающих друг друга, то в приверженцев тотального лицемерия, бездуховности и беспринципности в отношении ко всему, что может помешать процессу потребления материальных благ и добывания корма. Извините, но мы на животном уровне существования. Понятия совести, порядочности, благодушия, духовности, человечности, ответственности, жертвенности, прочие высокие понятия должны вернуться в нашу жизнь. Материальную основу для исключения траты всего своего времени на решение проблемы выживания, как уже говорил,
я обязуюсь обеспечить. От вас же взамен требуется ответственное отношение ко всему, что вы делаете и на рабочих местах, и в быту. Очень многие осознают бесполезность и даже пагубность того, чем им приходится заниматься, зарабатывая на жизнь. Мы предоставим альтернативу. Ваше дело – воспользоваться. Это покажется некоторым из вас абсурдным, но наше будущее, общее будущее, реально зависит от таких, казалось бы, мелочей, как от неприемлемости для каждого выбросить бумажку или окурок в окно, не говоря уже о пагубности и разрушительности вредных привычек. Для тех, кто паразитирует на коррупции и человеческих слабостях, вариантов больше нет. Вы, пока еще есть время, добровольно должны отказаться от всего этого и воспользоваться альтернативами, которые мы предложим. Чистка будет постепенная, но жесткая. Те, кто когда-то желал жить и работать на земле, должны на нее вернуться. Соответствующие программы для обеспечения и поддержки фермерства отработаны и начнут претворяться в жизнь уже в этом месяце. Ровно такая же ситуация с предпринимательством в прогрессивных областях. Перечень видов деятельности и реальные программы поддержки разработаны и начнут реализовываться уже в этом месяце. Наше технологическое отставание от прогрессивного мира просто чудовищно. Мы не будем бросать все силы на создание альтернатив тому, что уже создано в мире. Но мы должны внести свою лепту в высокие технологии и прекратить утечку талантливых людей. Но мы также должны быть и осторожны. Не все мировые тенденции и последние технологии по своей сути являются непатологичными. Например, игровая индустрия. И мы должны исключать ситуации получения тотального контроля над группами населения и населением в целом, отдельными личностями или структурами. Угроза цифрового концлагеря реальна и очень опасна. Пересмотрено будет состояние дел абсолютно во всех областях и на всех уровнях нашей жизни. Но без вашего ответственного отношения успехов нам не добиться. Всеобщее саморазвитие в духовной, моральной и профессиональной областях, борьба с собственным невежеством и равнодушием является залогом наших успехов. А возврат забытого состояния уверенности в завтрашнем дне возможен в том числе и при условии сознательного отказа от страсти потребления сверх необходимости и от страсти роскоши, являющейся одним из самых распространенных поводов для продажи души. Мы – нация, которая неоднократно прошла через трудности и темных веков, и революционного, и военного времени. На себе мы опробовали века безбожия и деградации, тяжести самых жестких тоталитарных правлений. Мы прошли через разгул бандитизма и безнаказанности. И, наконец, мы обогатили свой опыт пребыванием в течение пары десятков лет в диком капитализме без человеческого лица. Чтобы подтвердить статус разумных существ, мы просто обязаны раньше всех в мире проанализировать все, сделать правильные выводы и сознательно прийти к обществу реального, а не лицемерного процветания, в котором ни для одного человека не должно остаться ни горя, ни слез. Теперь немного подробнее о принимаемых с нашей стороны мерах. Во-первых, обратившиеся в службу социальной защиты граждане в ближайшие месяцы получат пособие в размере 50 тысяч рублей. И мы будем повторять эту практику при необходимости. Будут некоторые ограничения для исключения раздачи денег во вред. Мы максимально исключим махинации и злоупотребления, а также траты этой суммы на алкоголь, развлечения и наркотики. Подробнее об этом вы узнаете сегодня из соответствующего указа. Во-вторых, моим указом пенсионный возраст возвращается к 55 и 60 годам. В-третьих, немедленно запускается программа поддержки фермерства, которая будет гарантировать избыт урожая самым мелким фермерам и поддержку в неурожайные годы. Все как в развитых странах. Люди, готовые и желающие вернуться на землю,
должны будут это сделать. Механизм для этого мы создали, и государство окажет максимальную поддержку и в виде субсидий, и в виде сети гарантированного приема урожая наподобие заготовительных баз. Все взаимоотношения с переработчиками и сетевиками государство берет на себя. В-четвертых, немедленно запускается оригинальная программа реальной поддержки мелкого и среднего предпринимательства. И это будет не просто раздача денег. Нашими ведущими специалистами разработан перечень видов деятельности, которые в настоящее время являются наиболее окупаемыми, и перечень наиболее востребованных и прогрессивных видов деятельности, которые будут субсидироваться. Разработаны изменения законодательства и созданы оригинальные схемы финансовой и логистической поддержки, включая оптимизацию поиска клиентов с учетом территориальной распределенности. А самое главное, целые области деятельности будут расчищены для малого и среднего бизнеса от влияния ВТО, существующих монополистов и латифундистов, и будет введено ограничение для предотвращения появления таковых в будущем. И эта обстановка в сфере малого и среднего бизнеса будет постоянно анализироваться, и будут вноситься изменения в работу этой системы с целью придания гибкости и получения максимальной эффективности. В-пятых, мы подготовили оригинальные изменения в таможенное законодательство, и нам удалось совместить механизм поддержки собственных производителей с возможностью остаться в ВТО и рассматривать со временем зарубежные рынки в рамках той же ВТО. Также разработана гибкая и максимально эффективная методика освобождения производителей от таможенных пошлин на оборудование и материалы в случае отсутствия или недостаточного объема отечественных аналогов. В-шестых, мы немедленно запускаем социальные программы по оздоровлению нации. Не я озвучил данный принцип, но я и сотни тысяч единомышленников полностью его поддерживаем. Он звучит так. Первым делом народ необходимо отрезветь. Все остальное приложится. Нет, никакого сухого закона не будет. Первым делом мы на корню пресекаем всю коммерческую деятельность и факты получения прибыли на патологичных явлениях и процессах, уничтожающих духовное и физическое здоровье нации. Это касается как производства и оборота алкоголя, так и откровенной наживы на отсутствие здоровья фармацевтическими компаниями и корпорациями. Основной упор будет сделан на кардинальное изменение отношения общества к употреблению алкоголя, курению, бесконтрольному употреблению лекарств в надежде исцелиться, от результатов наплевательского и невежественного отношения к собственному здоровью, в результате чего и только этого и стали опасны разнообразные вирусы, и вспыхнули последние пандемии, явно указывающие нам только на то, что среда нашей родной планеты фактически перестает быть для нас естественной средой обитания. Информационная и материальная поддержка будет оказана непатологичным трезвенническим движением и утвержденным программам. Мы уже не знаем, сможем ли мы исцелить наше взрослое поколение. Мы приложим для этого максимум усилий, но основные будут направлены на воспитание следующих трезвых поколений. Уже разработаны интересные и оригинальные программы, на основании которых уроки трезвости уже в новом учебном году будут введены абсолютно во всех дошкольных учреждениях и начальных классах. Откуда бюджет? Я и мои друзья подали пример покаяния и переосмысления ценностей и внесли в бюджет все свои накопления и активы, оставив необходимые для нормального существования и деятельности предприятий. Нашими спецслужбами были проведены уникальнейшие операции по вычислению и блокировке счетов, на которые годами выводились огромные средства от добычи и продажи природных ресурсов, коррупционных схем и сомнительных прибылей. К сожалению, более сотни человек из числа так называемых олигархов и чиновников пришлось отрезать от исполнителей и взять под стражу. Мне не хотелось бы, чтобы это назвали саудовским вариантом, но цели схожие.
Перед богатыми россиянами мною была поставлена конкретная задача – вернуть в бюджет триллионы рублей. Не все прошло гладко. И только сейчас я могу сказать, что получится. Но, к сожалению, уже не обошлось без жертв. И за эти жертвы виновные ответят. Последующее пополнение бюджета будет осуществляться за счет блокировки коррупции и запуска новой схемы псевдонационализации природных ресурсов. Отныне вся прибыль от реализации наших природных богатств будет на 70% поступать в бюджет. И будут включены все посредники в цепи реализации, включая экспорт. Добывающим отраслям придется забыть о сверхприбылях и укладываться в оставшиеся проценты. О достоверности данных по себестоимости и объемам мы гарантированно позаботимся. Идем далее. В-седьмых, я распускаю Государственную Думу. Новый государственный институт под названием «Комитет противодействия коррупции» получил соответствующие полномочия. И среди важнейших задач перед ним была поставлена задача разработки технологии и проведения максимально честных выборов. Если все мероприятия комитет успеет выполнить к единому дню голосования, то мы проведем выборы в Государственную Думу уже этой осенью. Но, скорее всего, мы не будем проявлять преступную поспешность и объявим дату выборов по готовности. Второй важнейшей задачей, возложенной на комитет, будет создание реально независимой судебной системы. Я не сказал сразу, но должен обозначить факт, что все наши преобразования ни в коем случае не должны идти в ущерб нашей обороноспособности. Более того, мы проведем реально эффективные реформы в армии, которые кардинально поднимут ее боеспособность и очистят, в частности, от коммерческой составляющей все взаимоотношения между военными. Это совсем не значит, что наша внешняя политика станет более агрессивной, а ровно наоборот. При наличии реально мощных и боеспособных вооруженных сил необходимость доказывать их мнимую эффективность периодическими выпадами отпадет сама собой, что непосредственно позволит снизить международную напряженность и улучшить наши дружеские взаимоотношения с другими государствами. В-восьмых, мы ликвидируем чудовищную систему пыток и уничтожения личности, коей в настоящее время является наша исправительная система. Неважно, заслуживает ли часть нарушивших закон и совершивших бесчеловечные поступки таких пыток или нет. Само существование этой чудовищной действительности в виде нашей исправительной системы, о которой знают все, несовместимо с самим статусом общества людей и носителей разума. Это не будет амнистия для всех, но условия содержания, а главное методики исправления, мы изменим кардинально. Немного о причинах всего происходящего. Мы были и останемся светским государством, по крайней мере, пока я буду президентом. Но большинство важнейших событий в нашей жизни происходит по независящим от нас причинам и часто претендует на статус чудес. И объяснить происходящее, кроме как волей свыше, никакой возможности не имеется. До многих из вас уже давно доходили слухи о том, что у меня имеются нерешаемые проблемы со здоровьем. И сегодня я это хочу подтвердить. Вся наша и зарубежная медицина эти проблемы решить не смогла. И тогда я обратился к Богу. Не буду рассказывать, как я это сделал. Все по той же причине светского государства. Бог открыл мне мои грехи. Я покаялся и встал на путь исправления. И чудо произошло. Бог меня исцелил. Сейчас же я хочу довериться Ему еще раз. Вопреки всем реалистам, я сознательно воспринимаю вас, граждан моей страны, как общество, обладающее достаточным уровнем духовного и интеллектуального развития для того, чтобы вы услышали, поняли, оценили мой порыв и ответили бы полной взаимностью и участием в нашем совместном проекте по возрождению страны. Но если это не так, то все наши усилия
не увенчаются успехом. И я надеюсь, что Бог явит чудо во второй раз. В любом случае, я не вижу по-другому последние годы своего правления, кроме как принести реальную и большую пользу своей стране, очистить свое имя и остаться в истории тем президентом, которого грядущие поколения будут вспоминать с благодарностью. Прошу вас услышать и помочь. Да поможет нам Бог. Но мы должны четко понимать и помнить, что Бог никогда не будет делать за людей то, что люди должны делать сами.